Всем привет! Сегодня мы приоткроем дверь в золотой треугольник французской ривьеры. Прогуляемся с вами в порту Кап-Феррат, посмотрим эксклюзивное место, возможно, единственное во всем мире. Полюбуемся прекрасными видами на залив Вильфранш, а также посмотрим знаменитую виллу Кириллос в Больё-сюр-Мер. Это очень живописные и интересные своей историей места. Оставайтесь до самого конца и приятного просмотра. Поехали! Начинается туристический сезон, и в порту Кап-Феррат заметно прибавилось яхт. Большое разнообразие, и парусные, и моторные. Этот регион очень популярен у яхтсменов. На Лазурном берегу сейчас настоящая весна. Еще нету такой изнуряющей жары. Посмотрите, какое буйство цветов можно увидеть. Один из пляжей на Кап-Феррат. Примечательно, что здесь песочек. Это на Лазурном побережье нечастое явление, и прекрасная чистая бирюзовая водичка. Некогда эта вилла принадлежала Чарли Чаплину. И говорят, это единственная вилла на Кап-Феррат без бассейна. Но зачем бассейн, если такое прекрасное море? Вдоль берега полуострова Кап-Феррат обустроена такая прекрасная дорожка, и полуостров буквально можно обойти по всему периметру и наслаждаться такими потрясающими видами. Это отличное место для прогулок. Ну вот, мы добрались до того самого уникального места. Мэрия Сен-Жен-Кап-Феррат заботится не только о людях, но и о пчелах. И вы представляете, это самый настоящий отель, в котором проживают пчелы, муравьи. Вот такие дела. Ну вот мы добрались до Больё-сюр-Мер. И сегодня с нами наш гид и по совместительству мама Светлана. И она расскажет вам интереснейшую историю этого места. История Больё-сюр-Мер начинается в очень давние времена. В XIX веке археологи провели большие исследования на этой территории. В центре города было обнаружено много керамики эпохи неолита. В древности здесь лигурийцы столкнулись с греческой цивилизацией. И действительно, греки основали не только Ниццу и Марсель, но и это место, как я уже ранее сказала, под названием Анао. Это был большой рынок и порт. Во время работ в конце 1960 года был обнаружен в центре города большой некрополь из 145 могил. Эта находка датировалась галло-римской и раннехристианской эпохой. Уже гораздо позднее, в 1860 году, во время присоединения Савойского королевства во Франции, Больё было францизировано. То есть ранее это место называлось Белло-Лока. Наполеон Бонапарт всего-навсего перевел на французский Больё
Бульё-сюр-Мер – красивое место на море. Когда-то в XIX веке это был всего лишь районом Вильфранша, но местные жители, большинство из которых были аристократами, подали петицию о нейтралитете и о суверенитете. Они хотели быть отдельным городком. Настоящее тропическое дерево. Такое огромное, красивое. А в этой ротонде сейчас ресторан, очень известный своей кухней. И посетители ресторана часто бывают влиятельные люди в мире политики, искусства. Вот мы и подошли к одному из известнейших мест в Бульё-сюр-Мер. Вилла Кириллос была построена в 1908 году известным архитектором Эммануэлем Патримоли по заказу Теодора Рейнаха. Сначала я хочу вам рассказать немного о семье Рейнахов. Это очень известная и знаменитая семья во Франции, которые оставили большое наследие для истории Франции и для развития науки. Теодор Рейнах – это один из троих братьев, который был ученым, археологом и большим поклонником Древней Греции. Поэтому эта вилла является точной копией виллы острова Делос в Греции. И после своей смерти, естественно, до того, как умереть, он оставил завещание. И наследники Теодора Рейнаха в 1960 году передали эту виллу как музей в имущество Франции. Название виллы переводится как «маленькая морская чайка». Я вас приглашаю сейчас пройти вовнутрь, в музей виллы Кириллос. И вы увидите сразу же интересную надпись «Хэр», что означает «радуйтесь». Как уже говорил наш гид, при входе нас встречает надпись, которая означает «Радуйтесь». Справа от входа тоже с колоннами двор. На стенах изображены какие-то сюжеты. Сейчас посмотрим поближе. Вилла Кириллос – это действительно уголок такой греческой культуры на Лазурном берегу. Эта комната, кажется, напоминает кабинет.
Интересный выбор мебели для столовой. Здесь написано, что это комната для мужчин. Здесь, наверное, Теодор Рейнах собирался со своими друзьями, что-то обсуждал за бокалом греческого вина. Эта комната, написано, маленький салон, то есть, скорее всего, тоже небольшой кабинет. И все пропитано греческим стилем. На полу по всей вилле мозаика. В этом месте видно, какого размера плиточки мозаичные. Это достаточно небольшие. Мы поднялись на второй этаж. И эта комната называется спальня мадам Рейнах. Так выглядела спальня жены хозяина этого дома. В противоположной стороне находится спальня месье Рейнаха. Практически идентично, но немножко в других тонах. Можно спуститься к воде. Здесь открывается такой потрясающий вид на марину с яхтами. Чистейшая водичка лазурного побережья. Как же прекрасно в этом месте чувствуется, что вилла Кириллос – это вилла в греческом стиле. Небольшой оливковый сад здесь. Очень напоминает Грецию. В подвалах виллы прекрасная коллекция античных скульптур. Скульптура Афины. Здесь написано, что работа 1-2 век после Рождества Христова. В другой части зала уже располагаются мужчины. Это у нас Аполлон во всей своей красе. Также 1-2 век нашей эры уже. Это, видимо, изображение какого-то олимпийца, бросающего диск. Снова атлет. А это уже статуя Ареса в военном шлеме. Видимо, в руках у него был лук. Но остался только столбик от лука. Итак, друзья, мы показали для вас золотой треугольник французской ривьеры. И как видите, в этих местах не только очень красивые пейзажи, но и очень интересная история.
Особенно поразила вилла Кириллос. Вы попадаете из французского Прованса в греческую эпоху. Я уверена, вам понравилось, поэтому не забудьте поставить лайк, написать комментарий в виде обратной связи и подписаться на наш канал, потому что впереди еще очень много интересного. Бон вояж!